Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская и мой новый разговор для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Эту запись я делаю также 7 апреля, как предыдущую. Рада этому, потому что нужно выгрузить из себя те темы, которые поднакопились. Одна из них — тема симптомов, связанных с горлом. Об этом я начала говорить в предыдущей записи, но там прям энергия встала и не дала раскрыть конкретно этот вопрос, поэтому я рада, что сразу как-то после записи, после перерыва, конечно, у меня получается снова прийти и продолжить этот разговор. Потому что на самом деле тема важная, серьезная и актуальная, конечно же, как в принципе и все наши темы. И все, что сейчас происходит с вашим горлом, а многие озвучивают симптомы, которые никак не похожи на простуду, но в то же время напрягают. То есть все эти симптомы, они, как я вижу, являются своеобразной лакмусовой бумажкой вашего настоящего внутреннего состояния. Потому что через этот центр мы общаемся с внешним миром, через этот горловой центр. И здесь, конечно же, очень много тем. Тут можно, в общем, долго говорить, но то, что вот прямо сейчас просится быть озвученным, это, конечно же, тема состояния, это я уже сказала, истинного состояния, как мы общаемся с внешним миром, как мы проявляемся. И здесь вопрос не в том, чтобы просто открыть рот и сказать что-то, хотя это тоже важно, конечно же. А здесь вопрос гораздо глубже. Общаемся мы из головы, как большинство людей на планете Земля. И, соответственно, тело запечатано. Нет связи с телом, нет связи с собой. Это одна история. И вторая история, к которой нас жизнь и разворачивает, это как раз вот, соответственно, распечатываться внутренне, убирать все, что мешает быть живым, и проявляться в этом мире уже, конечно же, легче, иметь связь со своей душой, со своим сердцем и легко говорить об этом. Это целая наука и путь. И поэтому состояние горла очень четко сигнализирует о том, что творится у нас там внутри. У нас вот за это время с командой произошла такая сверка, подведение итогов работы подкаста. И я прочитала один из комментариев на площадке YouTube, вот о чем я сейчас отдельно хочу сказать. Девушка написала, что, к сожалению, я ни имени не знаю, ни страны, ни города, ничего. Вот просто комментарий. Она не представилась, к сожалению, поэтому уж просто таким общим порядком просто озвучу сам комментарий. Но он имеет непосредственное значение сейчас в свете того, что я озвучиваю. Девушка написала, что случайно нашла мой канал и решила помедитировать под мое видео.
и сразу ощутила энергию, которую до этого не ощущала. И когда я начала говорить, как она пишет, когда я начала говорить про голос, вот, она почувствовала першение в своем горле, которое не похоже на простуду. И, скорее всего, это связано, как она написала, с тем, что она запечатана и мало проявляется. Вот как раз это подтверждает то, что я озвучила выше. Но здесь еще один момент есть, очень важный. Она написала такую фразу, которая привлекла мое внимание, и я хочу ее прокомментировать. Она написала, что случайное совпадение, и такая улыбулька в конце. Поблагодарила. Ну, конечно же, я благодарю ее за то, что она поделилась, озвучила то, что с ней происходило, за доверие, конечно же, тоже. И в то же время я хочу отдельно сказать, что для меня совпадение — это когда совмещаются какие-то обстоятельства, между которыми нет вообще никакой связи. А вот в этом случае для меня точно не совпадение. Объясняю почему. И особенно эта информация, наверное, будет адресована новым слушателям, новым подписчикам, чтобы вы тоже понимали, в какое пространство вы пришли. И непосредственно я обращаюсь, конечно же, к той девушке, которая случайно нашла мой канал. Так вот, на сегодняшний день, на 7 апреля 2024 года, я, Арина Преображенская, очень много что про себя знаю уже. И могу твердо заявить, что суть моего пространства трансформационная. И, естественно, мои энергии, мой голос обладают точно таким же смыслом, значением, влиянием на окружающий мир. Конечно, мы все друг на друга влияем, естественно, своим состоянием, настроением, при взаимодействии, общении. Это, конечно. Имеет большое значение, что человек несет в себе, его содержание и что он транслирует миру. Так вот, моя суть — это как раз то живое состояние, которое я создавала и создаю всегда. Я всегда изменяла себя в соответствии с обстоятельствами, распечатывала себя. И, соответственно, сейчас я транслирую эти энергии в мир. Они всегда были такими. Но чем больше я двигалась по своему пути и распаковывала свои способности, тем больше я видела и убеждалась в том, что мое влияние и воздействие на окружающий мир именно такое, трансформационное. Я могу, в принципе, вообще ничего не говорить. И в то же время люди, которые оказываются рядом со мной, будут именно в тех трансформационных процессах, которые уже стучались, скорее всего, в их жизнь, просто они по каким-то причинам этого не делали. А уж если я начинаю говорить или что-то делать, там смысл, сила трансформации еще глубже и больше.
И на сегодняшний день я еще знаю, что мое влияние энергии такое, чтобы вы знали. Вот если человек идет, двигается в своей жизни по пути развития и роста, то мои энергии помогут ему перейти на новый уровень. И, как правило, это идет расширение. То есть люди, как правило, вот, которые продвинутые, идут, уже сделали, возможно, они и в начале этого пути, просто душа пришла на высоком уровне развития, они уже сами много что понимают, знают, просто, как говорится, уперлись в потолок, и вот надо шагнуть дальше, выше. Вот здесь вот я помогаю пройти в расширение. Ну, понятно, мы смотрим то, что нужно убрать, это как обычно, иначе бы человек сам это сделал, просто он не смог уже самостоятельно это сделать. Вот здесь я помогаю. То есть это идет в принципе такое планомерное, даже где-то закономерное движение по пути развития в своей жизни. А вот если человек застрял и, образно говоря, ничего не делает, возможно, и делает только не то, что нужно для жизни, для души, то здесь мои энергии служат катализатором, таким пенделем. Они обязательно высветят те темы, которые уже, скорее всего, давно стучатся. Но человек просто закрывает глаза, отворачивается и упорно ничего не делает. Очень много тем мои энергии могут, кроме этого, высветить. Я сразу говорю, что ко мне приходят, как правило, сильные, даже очень мощные люди энергетически. И у таких людей высвечивается, как правило, обязательно тема короны, конкретной короны. А такие темы, проработку такой темы может выдержать только, конечно же, более сильный человек энергетически. Вот. Ну, здесь, как говорится, непаханное поле у каждого. Вот. И поэтому вот почему-то мне захотелось это сказать. Это, наверное, уже тема следующей записи будет. Тема короны, вот этой жести, о которой я раньше говорила, тоже сейчас одна из самых актуальных тем. И поэтому я считаю, что когда эта девушка начала медитировать под мое видео, и у нее запершило в горле, это не совпадение. Это как раз влияние моих энергий. Ей показали, тело среагировало, и просто-напросто поднялись на поверхность те блоки, те темы, которые требуют внимания и исцеления. Поэтому если сейчас я обращаюсь к ней, вы прослушаете эту запись, и вам станет более понятна ваша история, то я предлагаю не отворачиваться, а все-таки с ней разбираться. Потому что вот сейчас поднялось все, что требует внимания однозначно. Если этого не сделать, это будет очередной положенный кирпич внутрь, в то же горло. Но он не рассосется. Он впоследствии в любом случае каким-то образом проявится, но только уже в другом варианте. Я не пугаю, я просто чувствую, как работают эти динамики. И я думаю, что если человек занимается развитием, а девушка, похоже, занимается развитием, какой-то свой способ взаимодействия, помощи себе, то, скорее всего, будет просто усугубление. А там варианты у каждого, конечно, свои. Вот, поэтому
Сейчас, конечно, такая история, что называется, где тонко, там и рвется. Все это подсвечивается, все это проявляется. И вот сейчас это называется только успевай делать, только отщелкивать. Вот это убирать, тем более очень многие моменты сейчас проявляются через отношения, тоже очень много. Поэтому я предлагаю это время рассматривать как действительно благо, несмотря на такое его название червоточина. Но это только во благо. Я еще раз говорю, тот трансформационный тоннель, если использовать его силу и мощь, а он очень сильный, как в принципе и все другие, то можно выйти по другую сторону этого тоннеля уже совершенно в другом, точно новом состоянии. Вот лично я это ощущаю. Я когда закончила предыдущую запись, помните, искала там образы, чтобы поточнее описать, что я чувствую, проходя сквозь вот этот сейчас узкий участок этого тоннеля. Пришли песочные часы и игольное ушко или ушко, господи, как правильно говорить, что-то прям не могу сказать. Игольное ушко, наверное. Вот. А когда закончила запись, у меня четко внутри стояла фраза «идут роды». Ну вот, пожалуйста, я уж не стала возвращаться, дописывать. Положила себе во внутреннюю библиотеку, чтобы озвучить при следующей записи. Ну вот я рада, что она в этот день и продолжается. Идут роды нас новых, и, соответственно, должно родиться ведь новое. Зачем старое-то рожать? Одно и то же, что называется. Спортом и так все пустым много занимаются. Этот спорт точно не во благо, когда одно и то же мусолится. Жизнь постоянно меняется, она постоянно новая. Мало того, что каждый день новый, начиная с числа и всего, что ему сопутствует, так реально он новый. А мы постоянно застреваем. И нам только кажется, что мы живем. Увы, для большинства это не так. Вот. Кроме этого, что еще могут показать симптомы с горлом? Одна девушка мне озвучивала, что у нее ком в горле стоит постоянно. Кстати, это не она одна, многие так это... Сейчас я вспоминаю, да, ком в горле. Здесь тоже, знаете, это может быть вариантов много. Во-первых, это может быть отражение. Еще одна девушка сказала, что вроде все хорошо, вроде дома все хорошо, на работе все хорошо, а вот ком в горле стоит и все. Вот. Здесь, возможно, история активизации памяти. То есть, если вот у нас все нормально везде, причем вот даже нет никакой тени, и в то же время в теле что-то происходит, в данном случае ком в горле, это может быть активизация памяти. Активизация памяти всеобщей. Насколько человек связан с системами планеты, страны, рода. Это может быть поднявшиеся какие-то непрожитые чувства этой системы. Я уже озвучивала, что все последние события поразили несоответствием самого события и
реакции людей. И вот тогда я уже говорила тоже в предыдущих записях, что активизировалась память. И сейчас вот как раз не среди, а через живущих потомков проявляется вот эта вот сопричастность с болью, активизация тем войны. И вот, возможно, ком в горле — это как раз вот соединенность, связь с одной системой, может быть, со всеми. И вот эти вот непрожитые чувства, это, конечно же, нужно проживать. Возможно, что просто уделить этому время и дать излиться этим чувствам. Но в любом случае тело просто так не сигнализирует, тем более какое-то продолжительное время. Имейте это в виду. Это также может быть и еще один вариант, что человек вроде бы все хорошо, а может быть там какая-то глубоко запечатанная история в том же сердце, потому что вот все, что в сердце тяжелого человек носит, оно как раз там же копятся в сердце какие-то непрожитые чувства, эмоции, сложенные когда-то в прошлом, какие-то стрессы, травмы. Мы же как стойкие оловянные солдаты все проживаем. Расслабляться мы себе не позволяем, как правило. Все, как говорится, мы можем и двигаемся дальше, а тело-то живое, а психика-то живая. Она же вроде бы и легко прожила, а на самом-то деле что там происходит? Потом мы только через время начинаем обнаруживать, что, оказывается, внутри-то столько боли накопилось, столько усталости от этой боли, что мы просто в шоке от того, что сколько мы носили в себе и даже не чувствовали этого. Мы все состоим из брони, из доспехов. У нас другого образа жизни на старте нет. Ну, как правило, в основном это сейчас вот у детей созданы тепличные условия, другие, но иногда, конечно, в крайности впадающие точно, ну, очень часто. А у нас была другая история. Мы все в доспехах. И поэтому вот за этими доспехами, под этой броней очень много что таится. И, возможно, ком в горле — это как раз только первый явный, видимый, ощущаемый сигнал, что глубже есть история. Но надо смотреть, это уже пусть каждый сам посмотрит в себя. И тема сердца, она, еще раз повторяюсь, она сейчас очень, очень и очень актуальна. Идет распечатка тел, всех пластов, блоков. И поэтому, находясь в моем пространстве, имейте в виду, что мои энергии будут будить, будут пробуждать, будут сдвигать. Происходит распаковка тем, которые должны распаковаться, которые точно уже являются для вас утяжеляющими ваше движение и вашу жизнь. Лишнего не сдвинут, потому что мое пространство настроено на бережное взаимодействие и обязательно по готовности тела и психики. А вы себя сами чувствуете. Это вот те варианты, которые вот прямо сейчас пришли. Ну, как жизнь подсказывает, этих вариантов может быть абсолютно
больше разных, потому что вот сейчас я вроде бы уже хочу двинуться дальше, а мне вот еще прямо говорят, что там же тема еще и отношений. Особенно сейчас в свете того, что происходит сильнейшая трансформация личная, я опять повторяюсь, соответственно, происходит трансформация всех отношений, всех связей. Всплывают старые связи, начинается тут перетрубация, инвентаризация. И, соответственно, если у человека отношения, например, не завершены с кем-то, в любом качестве человек может быть партнер, друг, коллега, еще кто-то. То есть все отношения сейчас подвергаются трансформации. То есть все, что не соответствует, не закрыто, не завершено, где-то тяжести остались в сердце, невысказанные чувства, слова, эмоции, боль. Это сейчас все поднимается, абсолютно все. И оно не даст дальше двигаться, оно будет постоянно оттягивать на себя внимание. Для того, чтобы вы остановились, разобрались с этим, что-то сделали, помогли себе, облегчили себе свое сердце, свое состояние, убрали из своей жизни этот балласт, который, скорее всего, тянется уже не 1 год точно, потому что сейчас такие пласты, говорю, поднимаются. Там, знаете, как я уже раньше говорила, как подвалы открываются. Это и личные, и из других систем. И поэтому вот все, что происходит с горлом, это может быть вот масса вариантов. Чувствуйте свои, если есть, конечно, такие симптомы. Но, по крайней мере, я предлагаю в них смотреть. Вот. Чтобы использовать это время. Оно сейчас вот самое то для таких шагов к себе. Вот такие дела. Ну, как-то по горлу я чувствую основную информацию. Я озвучила, передала. Уверена, что если эта тема для вас актуальна, я прямо вижу, что эту запись люди будут переслушивать не 1 раз. Потому что зерен много. Берите свои и используйте во благо. Я буду только рада. И в продолжении я все-таки хочу я вот думаю, может быть, закончить эту запись сейчас. Время уже в полчаса, в принципе, чтобы вот прям отдельно вынести тему горла. Наверное, я так и сделаю, ребята. Друзья, ребята, в общем, уж как идет. Давайте буду, наверное, так делать, выгружать частями. Все. Значит, эта запись будет посвящена теме симптомов в горле. Я на связи. Слушайте, прям застреваю. Вообще конкретно застреваю. В принципе, уже все сказано. Я на связи. Вопросы, отклики, пожалуйста. Буду рада и благодарна. Всех благ. До свидания.